Жареная курица в кисло-сладком соусе. Это блюдо больше известно в своей версии со свининой. Родом оно из Китая, но очень любимое, прижилось в Корее, претерпев, конечно, некоторые изменения в рецепте. Мы начинаем с того, что делаем кляр. Нам потребуется картофельный крахмал 150 грамм. Вообще идеальный кляр – это в стопроцентном соотношении 70-20-10 крахмал сладкого картофеля, картофельный крахмал обычный и кукурузный крахмал. Мы должны залить в крахмал воду, где-то около 200 мл. Вода, ее количество в данном случае не очень важно. Хорошо это размешиваем и оставляем на 2 часа, не трогая. Крахмал застынет, даст осадок, вода поднимется вверх. За это время подготовим куриное филе в объеме 500 грамм. Нарезаем его кусками среднего размера. Чем меньше куски, соответственно, тем быстрее они прожарятся, но вот именно хорошо это выглядит, когда оно сделано такими кусками среднего размера. Закладываем нарезанное куриное филе в глубокую емкость, удобную для перемешивания. Добавляем немного черного молотого перца по вкусу и также немного соли. Также добавляем либо рисовое вино мирин, или же водку 1-2 столовые ложки. Все это мы хорошо перемешиваем и отставляем в сторону промариноваться на то, собственно говоря, время, пока у нас подготовится кляр. И лучше всего накрыть это пищевой пленкой, если слишком жарко, можно в холодильник поставить. Также подготавливаем овощи. 1/3 луковицы нарезаем относительно тонкими полукольцами. Также 1/3 огурца нарезаем кругами средней толщины и морковь. Тоже в объеме 1/3 можно ее вот такой красивой формы сделать цветочками, можно просто кружочками нарезать средней толщины. А вообще набор овощей может меняться в данном соусе, некоторые даже добавляют туда консервированный ананас. Через 2 часа мы должны будем слить воду, которая у нас поднялась над крахмальным осадком. Как вы видите, крахмальный осадок у нас так основательно застыл. Мы добавляем туда яйцо, 1 яйцо, и теперь должны все это хорошо размешать. Тут нужно будет приложить такое достаточное усилие, чтобы расшевелить застывший крахмал, и все это перемешиваем, пока это не станет достаточно таким вот жидким. Затем закладываем уже в подготовленный кляр куриное филе и все хорошо перемешиваем, так чтобы все филе покрылось кляром. Кляр он достаточно жидкий, напоминаю. Затем нагреваем растительное масло для жарки, где-то около 500 мл. Как проверить, что масло нагрелось? Опустите туда азиатскую палочку для еды. Если начнут подниматься пузырики, то все, можно закладывать. Масло нагрелось. Желательно жарить порционно, не слишком большими объемами. И жарим мы в первый раз около 5 минут до светло-золотисто-коричневого цвета. Затем вынимаем из масла и кладем, например, на железное сито, чтобы стекли излишки масла. Затем снова нагреваем масло, которое потеряло свою температуру, и жарим уже всю пожаренную курицу во второй раз около 3 минут уже до темно-золотисто-коричневого цвета. За счет вот такой вот двухступенчатой жарки курица прожаривается за достаточно быстрое время и остается внутри сочной, а кляр будет достаточно хрустящим. Теперь мы делаем соус. Нам понадобится 300 мл воды, выливаем на сковороду, начинаем нагревать воду, и за это время делаем картофельно-крахмальную воду крахмальную. Нам понадобится 1,5 столовой ложки картофельного крахмала и вода где-то около 100 мл. Но не особо важно количество воды. Все это размешиваем, отставляем в сторону. И в закипевшую воду добавляем соевый соус 3 столовые ложки. Размешиваем и далее добавляем сахар в объеме 5 столовых ложек. Размешиваем, растворяем сахар и добавляем следующий ингредиент. Это уксус 5 столовых ложек. Вот и получаем сладко-кислый такой соус за счет всех вот этих вот ингредиентов. Размешиваем и первым закладываем в кипящую жидкость морковь. Заложив морковь, немного варим, даже где-то не 1 минуту. И следующим делом закладываем огурец. Тоже немного варим, даже
где-то не 1 минуту, меньше, чем 1 минуту, и закладываем последним делом лук. Тоже немного варим, где-то около 30-40 секунд. За это время успеет закипеть у нас наша жидкость, и тогда добавляем крахмальную воду, прежде приготовленную, которую, может быть, нужно будет немного пошевелить, потому что она могла застыть. Воду крахмальную добавляем по чуть-чуть, чтобы достичь нужной консистенции. Вот обратите внимание, до какой консистенции мы должны, так сказать, доварить соус. Учтите, что когда он остынет, он еще немного зажелируется, так скажем. И все, подаем соус в отдельной пиале, едим мы все это в теплом виде, также подаем это с отваренным рисом. Как едим? Очень просто. Окунаем курицу в соус и отправляем себе в рот. Как я и говорила, курочка будет внутри очень сочная, мягкая, а сверху она будет достаточно хрустящей. Как я говорила, идеальный кляр — это, конечно же, когда вы используете и крахмал сладкого картофеля, обычного картофеля и кукурузный. Но, к сожалению, у меня не получилось купить 2 других крахмала, а только обычный картофельный. Но и с этим получается отлично и очень вкусно. Так что приготовить несложно. Попробуйте. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!